Здравия! Сейчас идеальное время для рассмотрения графиков криптовалют на 2024 год. Биткоин проходит очередной цикл оживления, а альткоины уже на дне валяются, но еще прольются, когда биткоин неизбежно сходит вниз перед булраном 2024-2025 годов. То, как альта показывает себя возле дна, хорошо предсказывает будущие тенденции к росту. Конечно же, хомяки будут гребсти все подряд на хаях, топ-100 весь вырастет, вопрос только насколько. Хорошо отображает состояние дел вот этот сайт. По сути, ценности у большинства проектов ноль. Есть, конечно, инфраструктурные типа Атом Космос, разработки которых используют многие. Другие же пользуются спросом. Третьи при всем пиаре являются просто дойными коровами или накачанными деньгами проектами. Как программист с более чем 20-летним стажем могу легко провести аудит любого проекта на предмет, есть ли там реально что или нет. Но пришел к умозаключению, а зачем? Если влезли крупные фонды, в любом случае они будут пампить проект. Затем выдают эту корову и пойдут искать новую. А при аудите проекта можно не сразу понять, есть ли потенциал, поскольку все будет зависеть от программистов. А в итоге может оказаться, что у людей не будет спроса на конечный продукт. Так что аудит проще делать с помощью мифического теханализа по графикам. Плюс разлоки с фондами смотреть. Учитывая особенности криптовалютного рынка, любая скамина может и развернуться в любой момент. Но это большие риски. Проще раскрутить что-то новое. Наша задача определить альткоины, которые что-то показывают сейчас, когда мы возле дна находимся. Итак, сегодня рассмотрим топ-10 криптомонет по капитализации. Первое место биткоин. Самый надежный и безопасный актив. Цифровое золото. Ожидаю, что сходит в район 100 тысяч долларов в следующем цикле булрана. Второе место – эфириум. Хоть и занимает свое место в нише, но кроме субконтрактов, в которых живут тысячи альткоинов, в нем ничего по сути нет. Ну, кроме дичайшей комиссии за транзакции. А расширяться он не может более миллиона транзакций в сутки. Встает вопрос о Layer 2 решениях, которые обрабатывают много транзакций на стороне, а затем записывают результат в блокчейн эфира. На мой взгляд, это все промежуточные технологии. Вот объясните мне, как простому обывателю, как меня затащить в это Layer 2 решение? И так голову сломаешь, как всем этим пользоваться. Про эфир все слышали, а про какой-то Layer 2 это уже прям сверхзадача. Поэтому, скажем так, монопроекты на одном блокчейне, дающие высокую производительность за минимальную комиссию, выживут. Остальным можно заранее помахать рукой. В следующем цикле 1000 на 10 сходит. Третье место Tether, USDT. Самый старый и популярный стейблкоин 1 к 1 к доллару. Обеспечен резервами, облигациями и тому подобным. По сути, он нам и нужен для торговли на биржах. Все пары обязательно есть к этому цифровому доллару. Четвертое место BNB. Ранее назывался Binance Coin, централизованная монета биржи Binance. С биржей и ее продуктами следует быть аккуратными. У SEO Binance какая-то такая проблема. На них постоянно наезжают все эти нелюди, знающие, как надо жить всем остальным. А поскольку деньги находятся в нашем любимом SSI, то они, естественно, прогибаются, растопыриваются в попытках заработать все деньги мира. Может настать момент, что им будет проще свернуть лавочку. График выглядит хорошо. Иксов на 5 в следующем цикле сходит. Пятое место XRP. Централизованная монета, не является платежной монетой сети, которую они делают, типа SWIFT, межбанковский, нового поколения. Это просто обычный накачанный баблом токен, создатели и вся верхушка которого усиленно распродают свои монеты. Вычитают 20 XRP при открытии кошелька. Единственное, чем они заняты, это атакой ботами любых негативных упоминаний об XRP. Ходят слухи, что платят блогерам за хвалебные ролики. У некоторых блогеров через один ролики идут об XRP, а то и целые каналы только об этом проекте. Ничего глобального не жду. Пару-тройку иксов сделает на фоне роста биткоина. В целом это скам-проект. Как только появится шанс в следующем году выйти с проекта, делайте это. Те, кто будет со мной в сообществе, получат четкие сигналы о пике цикла и разгрузке активов. Шестое место. USDC. Еще один стейблкоин, функционирующий через сеть Ethereum. В прошлом году при скаме банков потерял порядка 8% вложений, из-за чего временно случилось падение курса. Стоит учитывать, что это монета компании по предоставлению платежных услуг Circle и биржи Coinbase, которая активно заблокировала счета самых счастливых и бесконечно живущих в достатке людей в мире по первой команде владельцев мира, недовольных действиями одного своего подчиненного.
7 место Solana. Монета экосистемы. Не знаю, стоит ли это рекомендовать, поскольку есть след FTX, проблемы с дырами и тому подобное. График выглядит нормально. На фоне биткоина наверняка полетит иксов на 10. Думайте сами. 8 место Cardano. Децентрализованная блокчейн-система, задуманная как альтернатива Ethereum, но более быстрая, масштабируемая и много стандартного текста. Много и долго обещают, выхлоп на нуле. Но большое сообщество. Не рассматриваю ее к покупке в принципе. Как и все, на фоне полетит. Может быть, иксов 10 сделает. 9 место Dogecoin. Криптовалюта во имя добра. Децентрализованная, обрабатывается на мощностях лайткоина, насыпается на сдачу майнеров в других проектах. Комиссия дорогая. Заложена неограниченная эмиссия для поддержания низкого курса. На прошлом пике ее пропампил и разгрузился на хомяках Илон Маск. Ходят слухи, что в стране самого главного разносчика демократии во вселенной очень много расчетов с ее помощью. Ничего не жду от этой монеты. 10 место Tron. Монета с дешевой комиссией за перевод. Пока жив USDT, будет на плаву, поскольку используется для оплаты ее комиссии. График выглядит хорошо, но не жду, что она сделает много иксов. Отсеяли больше половины монеты с топ-10. Дальше есть более интересные графики, на которых есть что показать. Часть из них будет отображена в следующих роликах, а часть только в моем приватном криптосообществе. Актуальная информация для доступа находится по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Прямая ссылка на форму есть в описании под роликом. Обязательно посмотрите вводное видео. Всем добра, здоровья, процветания и денег. It's me like a tide.